80%. Столько людей возвращают вес после диеты. И около трети набирают даже больше, чем скинули. При этом приложения для подсчета калорий скачивают миллионы раз. Люди считают, снова считают, не могут перестать считать. Это не провал силы воли. Это механизм. И у него есть название. Приложение для подсчета калорий предлагает простую идею. Знай, что ешь, контролируй вес. Это звучит разумно, и для некоторых людей действительно работает. Но вот что происходит на уровне нейробиологии. Когда ты впервые вносишь еду в приложение, ты получаешь ощущение контроля. Ты видишь цифры, видишь норму, видишь, что день как будто под контролем. Мозг запоминает это ощущение. Дофаминовый отклик. Маленькое внутреннее облегчение. Мозг запоминает. Это действие приносит спокойствие. Потом ты съел что-то и не внес. Забыл. Был в гостях, поел в кафе или просто устал. Снаружи ничего страшного не произошло, но внутри появляется тревога. Небольшая, тихая, но она есть. Мозг помнит. Привычное действие не выполнено, цепочка не закрыта. Именно здесь начинается переход. От инструмента к компульсии. Клинический психолог Светлана Бронникова описывала это прямо. За возможность контролировать вес человек может платить фиксацией на еде, повышением тревоги, связанной с едой, и нарушением социальных связей. Потому что еда перестает быть просто едой. Она превращается в задачу, в отчет, в число, в проверку. Ты уже не просто ешь, ты оцениваешь, записываешь, сравниваешь, исправляешь. И чем чаще ты это делаешь, тем прочнее становится петля. Приложение может не хотеть тебе навредить, но оно спроектировано под вовлеченность. Чем чаще ты открываешь его, тем лучше для метрик платформы. Стрики, напоминания, значки, сообщения вроде «ты не внес ужин». В других приложениях это просто геймификация, но здесь игра касается еды, тела, голода, самооценки. И поэтому тот же механизм может ощущаться совсем иначе. Стоп. Вот факт, который важно сказать прямо. Подсчет калорий может быть одним из триггеров расстройств пищевого поведения, особенно у людей с предрасположенностью. Это не значит, что любое приложение опасно. И не значит, что если ты считаешь калории, с тобой что-то не так. Это значит другое. У некоторых людей жесткий контроль еды может стать не поддержкой, а источником тревоги. Расстройства пищевого поведения начинаются не с момента, когда человек решает заболеть. Так не бывает. Часто все начинается тише, с резкого сокращения калорий, с жесткого контроля, с правил, с мысли «я просто буду дисциплинированнее». Приложение дает эти правила в готовом виде. Сколько можно, сколько осталось, где норма, где превышение. Но алгоритм не знает твою историю. Он не знает, как ты относишься к еде. Он не знает, есть ли у тебя тревога, стыд, опыт жестких диет, страх поправиться. Он видит только поведение, открытие, ввод данных, возвраты, реакции на напоминания. Но он не чувствует того, что чувствуешь ты. И поэтому он не знает, кому эти правила помогут, а кому уже начинают вредить. Это не значит, что приложения для питания плохие. Это значит, что они не нейтральны для каждого человека. Для одного это инструмент, для другого источник напряжения. Один маркер, который стоит заметить. Если ты не можешь поесть, не внеся еду в приложение, возможно, это уже не просто учет. Возможно, приложение стало занимать слишком много места. И теперь важно не испугаться, не обвинить себя, не сказать «со мной что-то не так». Нужна не вина, нужна самопроверка. 3 вопроса. Первый. Ты чувствуешь тревогу, если не можешь внести еду прямо сейчас? Второй. Ты отказывался от еды или ситуации из-за неудобства подсчета? Третий. Приложение занимает твои мысли вне приемов пищи? Если на один или больше вопросов ответ «да», это не катастрофа, это информация. Информация о том, что инструмент, возможно, перестал быть легким. Информация о том, что тема еды стала напряженной. Информация о том, что тебе может понадобиться больше поддержки, а не больше контроля. Один конкретный шаг. Попробуй 1 день без приложения.
Не навсегда, не радикально, не как испытание силы воли. Один день. И просто обрати внимание на то, что ты почувствуешь. Облегчение – это один сигнал. Сильная тревога – другой. Оба сигнала важны. Оба говорят что-то о твоих отношениях с едой. Приложение – это инструмент. Ты решаешь, когда им пользоваться. И если ты уже не уверен, что решаешь сам, это хороший момент поговорить со специалистом. Не потому, что с тобой что-то не так, а потому, что с этим не обязательно оставаться одному. Итак, 80% возвращают вес. Но этот ролик не о слабой воле и не о том, что приложения всегда вредят. Он о том, что инструмент контроля питания может превратиться в источник тревоги, если алгоритм оптимизирован под вовлеченность, а не под твое здоровье. В следующем ролике сон. Что делают приложения для отслеживания сна с твоим отдыхом? И почему иногда попытка лучше спать начинает мешать самому сну? А сейчас вопрос. Ты пользовался приложением для питания? Помогло или нет? Напиши одним словом в комментарии. Без объяснений, без оправданий, просто одним словом. И если этот ролик был для тебя полезен, поставь лайк и подпишись на канал. Так его увидит больше людей, которым важно услышать. Это не провал силы воли.